сегодняшнем видео вы узнаете, как легко можно попасть на Северный Кипр и что для этого необходимо иметь и знать. Меня зовут Юлия, я рада приветствовать вас на своем канале. Я со своей семьей живу на Северном Кипре уже 3 года, и свой канал я веду для вас уже более 2 лет, в котором я рассказываю про жизнь на Северном Кипре, про плюсы и минусы, делюсь всей информацией и влюбляю вас в этот прекрасный остров. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Мне это очень нравится, мне приятно с вами общаться и мне приятно быть полезной для вас. Если вы решили прилететь на Северный Кипр, то вам необходимо знать несколько очень важных моментов. И в сегодняшнем видео я расскажу, что это за моменты. Берите ручку и записывайте. Северный Кипр – это часть острова Кипр, на который вы можете прилететь на самолете через Турцию. Также вы можете прилететь на Южный Кипр через Пафос и Ларнаку. Также сюда можно приплыть на пароме через Турцию. Вот это 3 самых главных пути, на которые вы можете попасть на Северный Кипр. И самой главной задачей для вас будет определиться, каким путем вы будете сюда добираться, и купить билеты. Многие приезжают сюда на автомобиле, поэтому выбирают путь через Турцию на пароме. 90% людей, наверное, сюда добираются через Турцию, а именно через Стамбул или через Анталию. Визы на Кипр не нужны, но по прилету в аэропорту вам в паспорт поставят штамп. Если вы не хотите, чтобы вам ставили в паспорт, то заранее подготовьте бумажечку, которую вы затем отдадите, когда будете вылетать уже с острова, и вам в нее поставят штамп, в котором будет указано количество дней, которые вам разрешили находиться на острове. На сегодняшний день это от 15 до 30 дней. Если вы хорошо попросите и вам повезет, вы скажете, что вы прилетели покупать недвижимость, либо у вас есть недвижимость, то вам могут сразу поставить 60 дней. Это на усмотрение сотрудника таможенной службы. Если вам поставили 30 дней, но вы хотите продлить, и у вас есть все основания и документы, то вы затем сможете поехать в миграционную службу, и вам продлят до 60 дней. Если вам не продлят, то вам необходимо уже сразу подаваться на ВНЖ. Про ВНЖ это дальше смотрите ролик до конца, и вы узнаете, какие моменты, какие нюансы при подаче ВНЖ. Купив билеты, определившись, каким способом вы будете добираться, вы должны позаботиться о документах. Если вы находитесь в разводе, либо вы женаты, то вы обязательно должны взять свидетельство о браке или о разводе. Паспорт – это само собой, естественно, и всех членов семьи. Далее, если у вас есть дети, то обязательно вам нужно взять свидетельство о рождении детей. Если вы планируете, чтобы ваши дети учились на Северном Кипре, то вам нужно позаботиться и взять справку за последние 2 года обучения в школе и табель. Возможно, ваши дети будут поступать в школу либо в университет, и им это обязательно пригодится. Если вы планируете подаваться на ВНЖ по покупке недвижимости и вы хотите подаваться на титул, да, вам нужно будет ДОСИ для документов, то вам нужно обязательно справка о несудимости со своей страны. Закажите ее заранее и привезите на Кипр. Все документы можно на русском языке привезти и здесь на месте уже на турецкий язык перевести и нотариально заверить. Это быстро, недорого, поэтому все документы вам здесь все переведут, не переживайте. Если у вас есть животные, то вы позаботьтесь заранее о том, чтобы все прививки были у ваших животных. Также, чтобы у них был сертификат на антитела бешенства. Это очень важный документ, мало где его требуют, но на Северном Кипре его требуют. И чтобы это был сертификат, в котором будут свежие прививки не старше 1 года. Иначе вашего питомца поместят на карантин на 1 месяц.
Более подробно, как провести животное на Северный Кипр, мы снимали совсем недавно, прям свежее видео. Пожалуйста, включайте, там пошаговая инструкция, смотрите, это очень полезно. Также я рекомендую взять карточку с поликлиники со всеми прививками. Хоть на Северном Кипре ни в школах, ни в садиках прививки нигде не требуют, но вы сами должны их отслеживать, потому что никто, кроме вас, этого делать не будет, и вы можете планово потом приходить с этими документами, с этими своими прививками, и здесь на месте покупать в аптеке прививку, и вам доктор будет, он вам будет говорить, какую покупать, и он вам будет на месте ставить вам и вашим детям прививки. Видео мы сегодня вам, кстати, снимаем в очень красивом комплексе. 2 года назад здесь не было ничего, мы снимали видеопрезентацию, здесь квартиры 2+1 на котловане стоили 125-135 тысяч фунтов. Сегодня здесь на вторичке люди продают за 280 и 320 тысяч фунтов. Вы представляете, как выросли цены? Я же вам говорила покупать 2 года назад недвижимость на Северном Кипре. Хотя сейчас тоже, я думаю, это не предел. И вот вы купили билеты, собрали все документы, чемоданы, свою семью, животных и готовы уже лететь. О чем же надо дальше позаботиться? Очень важно заранее арендовать недвижимость, в которой вы будете проживать. Я не рекомендую сразу снимать на долгосрочную аренду и давать большие депозиты, большие проплаты, как раньше. Вот я знаю, уже будучи в своей стране, люди снимали на год квартиру на Северном Кипре, потому что у вас могут потом возникнуть проблемы, например, с ВНЖ. Поэтому сейчас я этого делать не рекомендую, но на 1-2 месяца вы можете арендовать заранее себе жилье. И также я хочу порекомендовать вам позаботиться о трансфере, потому что здесь нету таких приложений, как Uber. Вы не сможете так в аэропорту вызвать такси, добраться до места своего дома, своих апартаментов. Поэтому заранее позаботьтесь о трансфере, кто вас заберет с аэропорта, чтобы вы не сидели с детьми, с чемоданчиками, не ждали. А еще лучше, я еще рекомендую арендовать автомобиль заранее, потому что вы можете где-то сняли жилье, но далеко находятся магазины. Вы на утро проснулись, а вы находитесь среди гор, магазин очень далеко, и без автомобиля вы просто не можете добраться ни до аптек, ни до чего. Поэтому заранее забронируйте апартаменты, позаботьтесь о трансфере и позаботьтесь об автомобиле, над которым вы будете передвигаться по Северному Кипру. Ваши права, которые у вас есть, водительское удостоверение, оно будет действовать на Северном Кипре до момента получения ВНЖ. Вообще по закону 3 месяца, но так как сейчас ВНЖ от подачи до рандеву и до получения людей по 8, по 10 месяцев занимает, минимум 6 месяцев. Поэтому люди показывают свои права, например, российские, и показывают то, что в процессе у них оформления ВНЖ, потому что без ВНЖ они же не могут пойти в автошколу, и им разрешают. А вообще вы можете ездить 3 месяца. И также хочу обратить внимание, что вы купите сим-карту, которая будет поставите в телефон, и она будет действовать также 3 месяца, 90 дней, после чего ваш телефон заблокируют. Поэтому возьмите несколько телефонов на Северный Кипр, может быть, сначала в один, потом во второй ставьте, либо растаможите, если вы уже здесь будете жить, то да, вам нужно уже будет растаможить телефон, либо на месте купить уже растаможенный. Итак, вы прилетели на Северный Кипр, вас встретил трансфер. Вы заселились в свои апартаменты, которые заранее выбрали. У вас автомобиль арендованный. Вы ездите по острову, наслаждаетесь его красотой. Ходите в рестораны, посещаете красивые места, знакомитесь с классными людьми. И для того, чтобы ваша жизнь и отпуск, скажем так, на Северном Кипре были классные, конечно же, нужно что? Финансы. И сколько же денег нужно иметь на Северном Кипре, чтобы хорошо, комфортно жить? Для того, чтобы арендовать недвижимость на Северном Кипре на сегодняшний день, сегодня 20 февраля, это не сезон, вам необходимо будет от 500 евро в месяц. Вы должны заплатить также депозит и заплатить сумму комиссии агенту, который поможет вам найти эту недвижимость, если у вас такой человек будет. Далее. Аренда автомобиля на сегодняшний день на месяц стоит в районе 600-700 евро. Если у вас есть дети, которым нужно пойти в детский садик, то
то приготовьте от 300-400 евро в месяц. А если ваши дети будут учиться в школе, то школа, соответственно, будет от 500-600 евро в месяц. На еду, на бытовые какие-то расходы, на мелочи, на семью на 4 человека вам понадобится приблизительно около 1500-2000 евро. Подробное видео, сколько необходимо финансов, чтобы прожить семью на Северном Кипре, мы снимали недавно. Можете посмотреть это видео, но мы также хотим обновить, потому что сейчас все меняется со скоростью света. И, конечно же, вот подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропускать вот эти все последние новости, последние цифры. И сейчас плавно я вам расскажу про очень важные моменты ВНЖ. Итак, вы уже месяц путешествуете по острову Кипр, смотрите красивые места, наслаждаетесь природой, кушаете вкусную еду, вам очень здесь нравится, и вы решили здесь остаться. Для этого вам нужно получить ВНЖ. Для того, чтобы получить ВНЖ, вам нужно зарегистрироваться в личном кабинете, но до этого вам необходимо открыть счет в банке и положить туда, если вы подаетесь по высокому доходу по аренде, на взрослого члена семьи старше 18 лет 35 тысяч долларов. Если вы приобрели недвижимость, у вас своя она в собственности, тогда сумма сократится до 12 тысяч долларов. И от этого момента до того, пока вас не пригласят в полицию на рандеву, вы не должны эти деньги снимать. Вы можете пользоваться, немножко брать с этих денег, но эта сумма должна быть долго на счету. Если это условие вы будете соблюдать, то вы знаете, что вам в 100% случаях дадут ВНЖ. Как открыть ВНЖ, какие нужны документы, поэтапно, куда заходить, что нажимать. У нас также есть видео, смотрите по ссылочке, и вы, там только единственное, это видео было снято заранее, там единственное, будут другие цифры немножко по оплатам, сейчас они подорожали, а так все то же самое, как и было раньше. Также договор аренды нужен, если у вас собственной недвижимости, то надо, чтобы был зарегистрирован этот договор, также ДОСЯ, да, обязательным документом является, когда вы купили недвижимость, вы должны податься на титул. Ну, в общем, все вот эти мелочи, нюансы вы можете увидеть в нашем видео, поэтому обязательно смотрите и прям по инструкции сами, без помощи каких-либо людей, вы сможете это сделать. Если у вас нету таких денег, но вы хотите остаться на острове, и вам он очень понравился, и вам здесь безопасно и комфортно, то вы можете воспользоваться такой опцией, как студенческая виза, либо языковые курсы. Более подробно про это мы расскажем в следующих наших видео. Человек, который помогает открывать студенческие визы, сам лично вам все расскажет, и вы лично с ним можете пообщаться. Кстати, следующее видео будет интересно тем людям, у кого есть дети, которые хотят поступать в университеты. Многие родители мечтают, чтобы дети учились в иностранных вузах на английском языке, чтобы это образование было недорогим. И вот такой страной является Северный Кипр. Скоро поступление, и мальчики, и девочки могут спокойно прилететь на Северный Кипр и поступить в университет. Ну, естественно, вы не знаете, в какой университет, вы не знаете моментов, и тут вам нужны помощники. И вот как раз-таки мы следующее видео снимем со студентами, снимем с фирмой, которая помогает устроить детей в университеты на Северном Кипре. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не пропускайте. И также вы можете поступить в университеты и получить студенческую визу, по которой вы сможете год жить на Северном Кипре, и вам не нужно наложить огромные деньги к себе на банковский счет. Дорогие зрители, если вас интересует как раз-таки информация по Северному Кипру и помощь по аренде недвижимости, по аренде автомобилей, по школам, по университетам, по легализации на Северном Кипре, по ВНЖ, по покупке недвижимости, по продаже недвижимости, вы можете смело писать по телефону WhatsApp нам, а также в комментариях. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и прилетайте на Кипр, мы вас ждем. Встречаемся на Кипре.